Никто из нас не замирал, наблюдая за вспышками молний на темном небе, и не вздрагивал от грозных раскатов грома. Мало что может сравниться с грозой по впечатляющей мощи и величественной красоте. Недаром многие писатели и поэты воспевали это природное явление в своих произведениях. Вспомните стихотворение Федора Ивановича Тютчева. «Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром, как бы резвясь и играя, грохочет в небе голубом. Гремят раскаты молодые, вот дождик брызнул, пыль летит, повисли перлы дождевые, и солнце нити золотит». А гроза, представленная Михаилом Юрьевичем Лермонтовым, возникает перед нами совершенно в другом цвете. Ревет гроза, дымятся тучи над темной бездною морской, и хлещут пеною кипучей, толпяся волны меж собой. В круг скал огнистой лентой вьется печальной молнией змея. Стихи тревожный рой метется, и здесь стою недвижим я. Да, гроза – это красивейшее, завораживающее и наводящее ужас природное явление. При грозе в атмосфере смешиваются вода и огонь, игра темноты и света, ее последствия непредсказуемы. Жарким летом случаются самые сильные грозы. На небе появляются тяжелые темные тучи, слышатся раскаты грома, видны яркие вспышки молнии, по крышам стучит сильный дождь. Гром и молния – самые впечатляющие эффекты грозы. Они завораживают и даже пугают. Гром и молния не связаны между собой. Сначала мы видим молнию, а потом слышим раскат грома. Но на самом деле сначала случается световой разряд, а гром – лишь звуковое сопровождение молнии. Но мы устроены так, что сначала видим яркую вспышку, а звук доходит до нас позже. Молния рождается внутри грозовой тучи. Здесь всегда холодно, и капельки воды превращаются в льдинки. Одни из них больше размером, другие меньше. Мелкие кристаллы стремятся наверх, а большие собираются внизу. При этом маленькие кристаллики обладают положительным зарядом, а крупные – отрицательным. Льдинки постоянно двигаются и натыкаются друг на друга. Между ними образуется электрическое напряжение. Оно такое сильное, что происходит грандиозный разряд, который является нашему взору как яркая вспышка света. Во время грозы самым страшным кажется гром. Но гром не опасен человеку. Это всего лишь звук. Опасна молния. Молния может ударить и в землю. Это происходит потому, что Земля тоже является скоплением положительно заряженных частиц. Иногда происходит так, что молния сверкает, а грома нет. Это так называемые тихие грозы. Происходят они тогда, когда удар молнии случается на высоте более 20 километров. Звук грома просто не доходит до поверхности Земли. Молнии без грома могут длиться в течение нескольких часов. Вы знаете о том, что ежеминутно на нашей планете наблюдается около 1500 гроз, сопровождаемых громом и молниями.
Это примерно 25 гроз каждую секунду. Во время грозы высвобождается энергия, эквивалентная ядерному заряду в 20 килотонн. Диаметр крупных гроз может составлять десятки километров, и длятся они по несколько часов. Наибольшее количество молний, приблизительно 78%, происходит в районе экватора и в тропиках, а наибольшее количество гроз приходится на Центральную Африку. Почти всегда грозы приходят в теплое время года, когда температура воздуха над поверхностью выше точки замерзания. Но иногда, несколько раз в десятилетие, случаются и снежные грозы, которые бушуют зимой. Удивительно, но в Арктике и Антарктике тоже бывают грозы. Страна, в которой меньше всего гроз – Египет. В среднем они происходят здесь раз в 2 века, а страна с наибольшим количеством гроз – Аргентина. Наверняка после грозы вы ощущали необыкновенную свежесть воздуха. Это происходит не только потому, что дождь смыл всю пыль, витавшую в воздухе. Дело в том, что при электрическом разряде или под действием ультрафиолетового излучения из молекулярного кислорода образуется газ озон. Именно он окисляет примеси органических веществ и обеззараживает воздух, придавая приятную свежесть. Еще озон имеет свойство подавлять вирусы как вне, так и внутри клетки, частично разрушая оболочку, прекращая способность к размножению. Вот почему так полезно совершать прогулки после грозы. Уверена, что в следующий раз, когда вы услышите раскаты грома и увидите вспышки молний, то тоже вспомните слова замечательного поэта Николая Рубцова. Внезапно небо прорвалось с холодным пламенем и громом, и ветер начал в кривь и в кось качать сады за нашим домом. Завеса мутная дождя заволокла лесные дали, кромсая мрак и бороздя, на землю молнии слетали.